И вот второй вариант у нас будет... Это мамина с мясом. Да, отойди, пожалуйста. Моя 400. Дай, а ну с другой стороны зайди, пожалуйста. Приготовила в дорогу вот такую пиццу. Да, и сырную, мне мясную. Все, ставим в духовку на сколько минут? 15? Да, быстро, 10-15 минут, и она готова. И все готово будет. Волна сегодня просто огромная. Это наш самый последний день. В обед едем в аэропорт, Юра за нами заедет. А сейчас хотим пойти в бассейны Мартианы. Сегодня солнышко, очень-очень жарко. Ну, полежим чуть-чуть перед отъездом. Вещи собрали, багаж повыносили, пиццу приготовила. В общем, все готово к отъезду. Завтра уже будем дома в Одессе. Сегодня такая волна, что даже серферов нет. Они обычно в этом месте всегда, а сейчас вообще опасно. Идем? Сейчас без 15:10 и бассейны еще закрытые. Они откроются в 10 часов утра, пока мы будем тут сидеть ждать, ведь там только начинают убирать. А еще там уже стоит очередь в кассах. Мы подходили, смотрели, а мы здесь посидим пока. Да, и волны сегодня огромные. Да. Видите, только готовят территорию. Так что можете к 10 смело подходить. Хотим поделиться с вами плюсами жизни на Тенерифе, на этом райском Канарском острове. Ну, в первую очередь, это, конечно же, климат. Здесь возможен круглогодичный купальный сезон. Все пляжи с любой стороны острова, они именно такие, что можно приезжать и на Новый год, и в декабре, и летом. Единственное, что летом температура просто немножко выше и будет жарче. Вот. А так, в принципе, купаются круглый год. Еще один плюс. Это то, что все здесь находится, в принципе, рядом. До любой достопримечательности можно доехать примерно за час-полтора. И еще примерно с каждого места на острове будет видно вулкан Тейде. Да, если ясная погода, то вулкан открывается с любого ракурса. Ну, просто где-то ближе, где-то дальше. Да, еще хотим рассказать про то, что вот насколько местные власти заботятся о местных жителях. Весь городской транспорт, автобусы в частности, для местных они бесплатные. То есть вы покупаете проездной за 5 евро, и вы должны минимум 10 поездок выкатать в месяц. И тогда у вас хоть 100 поездок в месяц уже идет бесплатно. Если вы не выкатали 10 поездок, то тогда будете платить за еще один проездной. Ну, естественно, люди передвигаются по острову, особенно те вот пенсионеры, да, или туристы, которые не водители, которые не могут взять машину в аренду. Даже не туристы, я не так сказала. Люди, которые, у них здесь, допустим, ВНЖ, или украинцы, которые приехали и получили временную защиту, то они тоже имеют право на бесплатный проезд в городских автобусах. И это огромный плюс, потому что, в принципе, в других странах, ну вот, в которых мы были, я нигде такого не видела. Еще один плюс – это то, что на острове есть очень много черных вулканических пляжей с лавовыми природными бассейнами. И также есть белые пляжи, но они уже с привозным песком из Сахары. А вон там часовня. Хочу рассказать немножко о ценах. Цены на Тенерифе на продукты, например, как по мне, немного ниже, чем в материковой Испании. Ну и, конечно, ниже немного, чем у нас дома, чем в Украине. Вот, например, креветки, да, морепродукты. Разберем эту тему. Мы покупали 2 килограмма креветок, больших таких океанических, с ладонь размером, за 20 евро эти 2 килограмма. Коробка была просто тяжеленная. Вот, у нас дома это бы стоило намного дороже. Покажу вам немножко цены в кафе средние на набережных Тенерифе. Вот, ну, в принципе, вот вдвоем пообедать нормально. Так, чтобы заказать какое-то основное блюдо и какой-то напиток, у нас всегда выходило 30-33 евро. Если говорить об аренде жилья на Тенерифе, есть север, да, и есть юг. На юге немножко, конечно, жилье дороже, но в среднем от 1000 до 1500 евро в месяц можно снять нормальную двухкомнатную квартиру, большую квартиру с террасой со своей и прямо возле моря. На севере можно уложиться в 700-800 евро.
Аренда машины. Аренда автомобиля, ну, такого среднестатистического, наверное, в месяц выходит где-то 600 евро. Ну, естественно, бензин за ваш счет. Ну, там страховка, все полностью, вообще не нужно переживать. Коробка, автомат. А еще Тенерифе это отдых на любой вкус. Тут можно как исходить в поход в горы, так и покупаться в океане. Еще плюсы жизни на Тенерифе именно для местных. Вот есть здесь множество разных красивых сиам-парков, лора-парков, зоопарков, ботанических садов, всех вот таких мест. И для местных вход туда везде стоит в половину дешевле, чем для туристов. Также на вулкан Тейде, на знаменитый вулкан подъем, также для местных стоит дешевле в 2 раза. А для туристов, допустим, мы платили, не помню, за подъемник 40 евро, ну примерно. А для местных это будет стоить 20 евро. Немного расскажем вам о плюсах именно для украинцев в данной ситуации, да, в данный момент, если вы приехали на Тенерифе. Первое, что нужно сделать, это, конечно же, оформить временную защиту. Тогда у вас сразу появится множество льгот. Вы можете пользоваться медицинскими услугами абсолютно бесплатно. Здесь очень хорошие госпиталя, хорошие больницы, детские больницы хорошие. И это все будет уже с временной защитой бесплатно. Так же, как и в принципе для местных жителей, основные такие медицинские услуги по страховке тоже предоставляются бесплатно. Народ потихонечку начинает сходиться в бассейны Мартианес. Начнем с минусов. Ну и самый большой минус это то, что тут везде вот такие вот огромные волны практически всегда. И в основном это именно на черных пляжах. Почти всегда висит красный флаг. И нельзя плавать. Да, не то, что нельзя, даже не из-за того, что спасатели Опасно, да. свистят в свисток, а из-за того, что очень опасно и волной может утащить в открытый океан. И было много очень таких случаев. Вот красный флаг, вот такие вот огромные волны. Здесь, да, отграждено немножко волнорезом, но все равно волна очень большая. Пуэрто-де-ла-Крус. Мне нравится этот город, нравятся его пляжи и набережная, лавовые бассейны и вообще лавовый берег с этими красными крабами в сезон. Посмотрите, какая красота. И есть буквально небольшое количество пляжей, на которых практически всегда нет волн. Один из них это Тереситас, я его вам в этом видео сейчас покажу. Пляж шикарный, песочный, очень большой, большое количество баров и ресторанчиков. Водичка идеальная. И самое главное, там есть волнорез. Да, этот волнорез, он закрывает именно этот пляж от большой волны. Пальмы очень такие красивые, в общем, инстаграмненький пляж, хороший. И он является визитной карточкой Тенерифе. И еще один из таких пляжей, безволновых относительно, это пляж Обама. Возле отеля Риц, тоже вам его вот здесь вот покажу. Он небольшой, такой уютненький, вход свободный. Не совсем, конечно, удобно добираться, но почти всегда на этом пляже также можно купаться. Если вы хотите полностью увидеть все самые красивые места острова, то, конечно, нужно брать авто в аренду. Но это прям вот 100%, как минимум на неделю. Но я вот лично советую вам приезжать на 10 дней или на 12 хотя бы. Потому что мы пробыли здесь неделю, и нам этого времени оказалось мало. И есть еще такие места, в которых мы просто не успели побывать, хотя у нас всю неделю был автомобиль. А сейчас мы покажем вам бассейны Мартианес в Пуэрто-де-ла-Крус с океанической водой. Территория бассейнов очень большая, их несколько, но самый-самый большой бассейн с океанической водой наполняется после мая месяца, в конце мая, наверное. Сейчас он не работает, но это не мешает, потому что этих бассейнов, которые работают сейчас, вполне достаточно. На территории есть и пиццерия, и бары, и разные кафешки. И очень много пальм и водопадиков. Вообще все очень-очень так красиво обустроено.
Вот центральный вход. Здесь вы покупаете билетик. Билет стоит, кстати, 5 евро с человека, если вы берете просто 2 шезлонга. А если зонтик, то там немножко еще нужно доплатить. Бассейны открываются в 10 часов утра. И, в принципе, лучше так и приходить. Самое оптимальное время. Потому что к обеду, часам к 12, к часу, здесь уже очень-очень много людей. Но шезлонгов достаточное количество, и вы все равно найдете себе местечко. Вот еще одна кафешка. Они сейчас все пустые в утреннее время. Есть разные вот такие оазисы пальмовые, где можно просто в тени деревьев полежать на шезлонге. Пицца. Ну, можно спокойно взять какую-то еду с собой. Сумки на входе не смотрят. Вода хорошая, не холодная. Я думала, будет холоднее с утра. А я застою. Большой плюс Тенерифе в том, что практически везде, в любом месте можно рассчитываться картой. У меня за все время здесь вообще налички практически не бывало. Ну, какая-то мелочь там на сувенирчике, на магнитике. Вот. А так везде принимают карты, начиная от ресторанов, кафе, магазинов, заканчивая разными там небольшими ларечками и будочками на пляжах. Входы везде, в национальные парки, на вулкан Тейде, везде рассчитываемся картой. Тут на острове у всех жизнь очень размеренная. И у испанцев есть сиеста, и вообще тут никто никогда никуда не спешит. И тут вот такой вот плавный ритм жизни. А еще все билеты тут на Тейде, Сиам Парк нужно покупать только онлайн. Так вы избежите разных очередей и вообще быстрее пройдете. Погода на Тенерифе очень-очень переменчивая из-за того, что здесь есть и горы, и океан. Очень часто бывает так, что туристы, готовясь прилететь сюда на остров, смотрят заранее по интернету, какая будет погода на неделю, берут с собой тепленькие вещи, потому что синоптики обещают им прохладу, холода, ветра и низкую температуру. И летних вещей практически не берут. Но когда они сюда прилетают, в один день буквально все меняется и приходит жара. Жара такая, как сегодня. И люди в шоке, потому что они из летних вещей практически ничего не взяли. И это такое частое явление, мы это знали, и мы набрали очень-очень много летней одежды. Несмотря на то, что погоду, конечно, я посмотрела, когда мы вылетали из Бухареста, и тоже там писалось, что будут дожди, будет пасмурно. Но в итоге дождь застал нас буквально пару раз, и он был кратковременный и быстренько закончился. Или же ночной. Вот даже сейчас из-за гор там где-то натягивает тучи, такие черные облака. Но это все очень быстро ветер разгонит. И солнце вернется, и будет жарко целый день. Ожог пиццы сегодня сделала духовкой, как шаркнула рукой. Смотрите, волна поднимается на высоту пальм. Часто такой самый часто задаваемый вопрос, да, и то, что люди ищут в интернете, где, с какой стороны острова лучше арендовать жилье. Как по мне, наверное, это больше юг. Там всегда теплее, там больше красивых пляжей. И я бы, например, если бы я снимала здесь надолго, хотя бы на полгода, я бы выбрала Лос Гигантес и, наверное, искала бы апартаменты там. Но молодежь смотрит по-другому, и они больше едут отдыхать в Коста-Дехе, на это побережье. Там более молодежный, наверное, город, много набережных, очень много ресторанов, баров, дискотек, в общем, такое более тусовочное место. Я не очень такое люблю. Еще одно место, вот, которое мне нравится на Тенерифе, это там, где сейчас находимся мы, это, конечно, Пуэрто-де-ла-Крус. Здесь безумно красивая набережная, красивые пляжи, но они не совсем для купания, потому что здесь практически все время огромная волна и красный флаг. Но жить здесь и путешествовать из этого места по всему острову, это классно. А сейчас я хочу рассказать свой топ-10 мест, в которых мы успели побывать за эту неделю. На первом месте у меня идет аквапарк. Маме он не очень понравился, а мне вот очень понравился. В принципе, для меня это был лучший день.
На втором месте это пляж Треситос, так как это единственный пляж, ну почти единственный пляж, на котором не было волн, и мы смогли там нормально отдохнуть. И дальше я уже в хаотичном порядке так скажу, что вот вулкан Тейде. Я не могу сказать, что мне там не понравилось, но я не особо люблю какие-то длинные походы, и мне стало не очень хорошо на горе, у меня разболелась голова, и из-за этого я не могу сказать, что у меня он там, допустим, в топ-3. Дальше у нас идет Лора-парк. Я не люблю зоопарки, и я не хожу ни в дельфинарий, ни туда, поэтому просто так получилось, что мы туда попали, но я изначально вот не совсем хотела зайти, вот волны захлестывают даже бассейны, представляете себе. И в принципе вот такой вот у меня вышел топ. Мы еще были в Городчика и в разных других городах, но это были не отдельные дни, так что я в принципе не могу поставить так, ну давайте 3-4 место. То есть у меня на первом месте аквапарк, и на втором месте пляж Треситос и прогулка на катере, где мы увидели дельфинов, и там можно было остановиться поплавать, но мы с мамой решили не плавать. Это был тот день, когда мы после катера еще пошли в деревню Маска. Ну, Маска мне понравилось, мы там были совсем недолго, а вот на лодке понравилось очень сильно. То есть это у меня такие на первом месте аквапарк, и на втором пляж и лодка. Тепло. Да ну ладно, не рассказывай. Волны огромные захлестывают этот бассейн. Ого, только что была. Видела? Ты уже плывешь на выход, что ли? Не, вода хорошая, приятная. Тая просто у нас мерзляк. Человек-мерзляк. А еще у нас на Тенерифе есть такой... Офигеть, какая она была. А еще у нас на Тенерифе есть такой прикол, что ни одного отеля нет своего пляжа. Тут просто такие законы, что отель не может взять и выкупить себе пляж, как у нас в Украине, например. И ты можешь по факту приехать на каждый пляж, на какой хочешь. Ну, тут есть некоторые нюансы, что некоторые отели сделали так, чтобы было неудобно добираться на их пляж, и чтобы специально люди не ездили туда. Но вообще тут нет частных пляжей, и в принципе почти на все можно приехать. Ну да, главное на шезлонги не ложиться, потому что подойдут к тебе. А так с подстилкой со своей на любой пляж Да. вы можете прийти. Я даже сейчас покажу. Вот здесь вот отели, это типа первая линия. Вот это все отели. Но у них нет как такового личного пляжа. Вообще нет пляжа своих. Душевые. Здесь везде есть, очень удобненько. Вышел с бассейна, от океанской воды ополоснулся, да? И пошел чистенький. Ну все, отпускай, он сам остановится. Я думаю. Да, Подожди, нет. да. Нет. Натянула большую тучу. Сейчас будет гигантская волна, наверное. Ага. Стихия. Ага. Детская зона. Маленькое драконье дерево. Много тенечка, много дорожек уютненьких. Мы уже идем на выход потихонечку. Да, кстати, можно и не брать зонтики, в принципе, потому что тут и так можно найти тень под пальмой или еще под чем-то. Оазисы вот такие повсюду. Вот можно реально не брать зонтики, а в таких местах сесть, если вы любите тень. И все, и не переплачивать. Чтобы было больше багажа, я купила себе канарские кактусы.
Повезу их в рюкзаке. Мой тот, который посередине. Твой посередине, а Алиса с краешку. Мне нравится он, потому что он, может быть, даст цветок потом. Будет по-любому цветок распустится. Только у меня такой вопрос, как их, они же не поливаются все это время, как они живут сейчас? Редко поливать надо. Ну все, мы в аэропорт. Вот эти все люди, вот эти все, они стоят перед нами. А дальше мы летим, хотела сказать в Одессу, но нет. Мы вылетаем из аэропорта Канарских островов, из Тенерифе, летим в Бухарест. У нас долгая дорога. Из Бухареста мы сели на автобус и теперь в дождь едем в Одессу. Едем через паромную переправу, через Орловку. Обычно я здесь всегда за рулем своей машины. На автобусе 100 лет так вот не ездила. Быстро, 10 минут, и мы уже на нашем берегу, на территории Украины. Через часика 3 мы уже будем дома. Алиса там ждет, Гена, ура, я уже так хочу домой, соскучилась очень. А вас ждут неделя или 2 одесских влогов точно.